Мы сегодня находимся в одной из лучших бань города Красноярска. Здесь каждая мелочь, каждая деталь продумана досконально. Хозяин бани Макс, он учился вместе со мной на банном семинаре, и он очень щепетильный человек, очень ко всему ответственно относится и просто создал такую крутую баню, что я не мог вам ее не показать. Пойдемте. Всем привет, меня зовут Макс. Находимся мы сейчас в нашей баньке, чисто поле называется. Сейчас я вам все про нее, по крайней мере, многое про нее расскажу и покажу. Какая у нас замечательная банька. Основная идея нашей баньки, чтобы здесь все было хорошо, приятно и чисто. Чистая баня для очищения души и тела. Ориентирована банька на работу пар мастеров и на отдых семейными парами. Здесь все чисто, аккуратно, за этим очень строго следим, для того, чтобы можно было прийти сюда и с детьми, и с маленькими детками. Мы со своими детьми тоже сюда ходим. Эта банька ориентирована на здоровье, чтобы здесь получать удовольствие, кайф и оздоравливаться, и очищаться. В нашей баньке я постарался максимально учесть, чтобы было все максимально удобно для работы именно пар мастера. Это, во-первых, невысокие удобные полочки. Полочек 70 сантиметров, чтобы можно было удобно и хорошо работать, чтобы пармастер не сильно уставал. Второе, есть у меня такой откидной полочек, сейчас я его попозже покажу, чтобы можно было положить сразу всю компанию из 6, из 7, из 8 гостей. Сделано 2 полка, чтобы работать можно было одновременно 2 пармастерам. Эти полочки не сильно легкие, но в принципе их можно двигать и можно их передвинуть, кто хочет, так, чтобы они стояли посерединке, и можно было обойти гостя со всех сторон. Можно было, чтобы подойти и с ножек, и с головы, и с одного бока, и с другого. Также сделаны окошечки для проветривания, 2 окна сделано. Во-первых, чтобы когда гость лежит, гость уже запаренный, мы берем окошечко, открываем, проветриваем, даем человеку воздуха. Человеку хорошо, приятно, и человек на полке может лежать хоть полчаса, хоть час, практически любое время. Также в парилке сделаны теплые полы. Теплые полы сделаны во всех помещениях, во всей бане. Сделан кафелем и организован слив. Слив диаметр 100, чтобы здесь можно лить воды сколько угодно. Водичка вся убегает. Также сделан длинный душ, который достает до любого места. Можно полить гостя. Остудить, охладить, намочить, помыть, любые процедуры. Очень удобно. Высота потолка, как раз я касаюсь веничками до потолка, чтобы можно было, делаю я для себя, у меня рост 180, чтобы можно было порог удобно зачерпывать и укладывать на гостя. Также есть часы на 15 минут песочные, есть крючочки, есть лавочки, полочки. Сейчас еще покажу одну из фишек моей бани, это большой полочек, который можно вот легким движением руки опускается. И тут получается ширина полка этого 1,30 м.
И здесь я укладываю гостей таким образом. Можно положить 6 человек спокойно. И также после того, это делается обычно на первый пар. Когда первый пар заходим, положили гостей, попарили, погрели, делаем ароматерапию. Потом также легким движением это все убирается. И приступаем к индивидуальным парениям. Работает 2 пармастера, каждый на своем полочке. Удобно, спинами друг друга, руками не толкаем, не мешаемся. Очень удобно работать. Также специально для этого сделано 2 форточки, чтобы можно было одного гостя парить, а второго, например, охлаждать. Это абсолютно не мешает, то есть можно и поддать одновременно. Одного гостя парим, второй охлаждается. Звукотерапия делается как до парения, так и после парения. Возможно делать и так, и так. Это очень хорошо заходит, настраивает гостя, вводит в определенное состояние, определенное настроение. Это прямо пушка. Подписывайтесь на наш инстаграм Чистополе, пишите вопросы, будем обмениваться опытом по строительству бани, по благоустройству бани, прилегающей территории и так далее, по парению. Буду рад ответить на любые вопросы, которые связаны с обустройством бани, как максимально комфортно, максимально удобно для работы пармастера организовать парную, организовать вообще процесс парения. Пожалуйста, любые вопросы спрашивайте, буду рад ответить. С легким паром. Милости просим, заходим. Здесь у нас раздевалка для верхней одежды. Здесь снимают курточки и обувь. Дальше организовано 2 раздевалки, они одинаковые. Для мальчиков, для девочек. В каждой раздевалочке для каждого гостя есть индивидуальный комплект. Шапка, простыня, полотенце, халатик, губка, тапочки. Все чистое, выглаженное, стерильное. Есть ватные диски, ватные палочки, корзина для белья, фен, зеркало. Проходим дальше. Здесь комната отдыха наша. Есть небольшая кухонька, на которой чайник, есть для гостей мед, заварка, сахар, кружки, ложки, чашки, массажный стол, который убирается, если нужен, можно поставить, сделать гостю массаж, если нет, убирается, чтобы места было побольше. Также есть музыкальные инструменты, которые здесь постоянно находятся. Рейнстик, Кахон, Ocean Drum. Здесь стол, лавочки, 6 человек, 6-8 человек. 8 человек за этим столом вполне комфортно располагаются. Туалет. Проходим дальше. Здесь у нас душевая кабина отдельная. Есть кондиционер, шампунь, гель для тела. Здесь еще один душ, обливное ведро.
чтобы после баньки можно было облиться. И сердце бани, поилочка наша замечательная, в которой все максимально удобно организовано для работы пармастеров. Это полочки невысокие, опускающийся полочек, слив парной, окошки для проветривания, парная отделана кедром. Это везде сибирский кедр, полочки сделаны из осины. И замечательная наша печечка. Есть внутренняя каменка, внешняя каменка. И также еще сделан удобный душ, удлиненный, достает до всех уголков. Можно спокойно гостя поодевать на полочке. Тазики, шайки, лейки, поддавалки. Также есть для работы пармастеров опахало. В общем, как-то так. Милости просим.